Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке буду делиться с вами полезностями. То есть, как набирать первый ряд петелек, чтобы, например, при вязании донышка, донышко у нас было идеальным и внутри без дырочек. Смотрите, одно донышко получается посерединке у меня плотное, а второе донышко, ну вот смотрите, явно видно здесь дырочки. И обычно я, когда вязала донышки для сумочек, я оставляла хвостик и здесь прокладывала вот такую вот косичку, которая закрывает это донышко. Сейчас я просто особым образом набираю петельки, чтобы косички не прокладывать. И донышко у меня выглядит вот таким вот плотным. То же самое, вот что касается этого узора галочки в раскол. И то же самое касается, например, когда мы вяжем донышко узором ротанг. Смотрите, здесь немножко, ну, даже можно не тянуть, но видно, что посерединке у нас есть отверстие. Зато как выглядит наше донышко, когда мы особым образом напираем петли. Я сейчас вам покажу эластичный набор петель крючком, который подойдет и для вязания донышек, и для вязания каких-нибудь изделий, одежды, да, и для вязания ковров, чего угодно. То есть я сейчас практически всегда так пытаюсь набирать петельки, потому что это очень удобно. Берем наш шнурочек, оставляем небольшой хвостик. Хвостик у меня спускается вот сюда вниз, туда идет основная нить. Завожу вот таким вот образом крючок, чтобы сделать первый узелок. Еще раз показываю. Вот мой хвостик. Внизу хвостик, вот это основная нить. Просто делаю узелок. Да, и далее вот мой хвостик идет. Я набрасываю хвостик на крючок и провязываю первую петельку. Далее снова набросила хвостик, первая петелька. Опять хвостик, петелька. И так набираем необходимое нам количество петель. Это касается, опять же говорю, любых готовых изделий. Вы посмотрите, как будет выглядеть ваш край изделия. То есть с края изделия у вас будет эластичная косичка. Сейчас мы с вами попробуем провязать столбики с накидом. То же самое касается столбиков без накида. Я просто по прямой с вами провяжу. Но вот эти мои образцы, понятно, я вязала по кругу. Они у меня связаны по кругу. Вот, смотрите, любое донышко, любым узором, в раскол, узором ротанг и так далее. Так, когда мы набрали необходимое количество петелек, мы далее набираем просто воздушные петли. Вот для пример, для столбиков с накидом мы набираем 1, 2, 3 воздушные петли далее. И в первую вот эту нашу петельку вместе с хвостиком мы провязываем столбик с одним накидом. Второй столбик. Третий. И так далее. То есть мы здесь вяжем по нашей косичке просто любые столбики с накидом, без накида. И провязываем последнюю петельку. Вот, допустим, мы связали наш образец. Посмотрите, как выглядит у нас вот эта наша набранная косичка.
петельки не выглядят стянутыми. То есть получается наш узор вот таким вот эластичным и красивым внизу. Я вам говорю, это что касается изделий, которые мы вяжем поворотными рядами. И то же самое касается изделий, когда мы вяжем по кругу. Ну, вот такой вот лайфхак, вот такой вот новый наборный ряд первый. Поэтому, если кому было полезно, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.